Пользователи Reddit рассказывают трэшовые истории из реальной жизни про «Я же мать». Сегодня будет 6 историй, а именно: уничтожить дорогой ноутбук за 2 минуты, оскорбление моего отца в школе, нападение «Я же матери» на ребенка-инвалида, мусорю где хочу, кому не нравится, уберет, «Я же мать» нарвалась на средний палец, беспредел в торговом центре. Поехали! Я работал в магазине электроники 2 года назад, и в один день нам завезли партию ноутбуков, модель которых только вышла, и их цена была просто огромная. Часть из них я распаковал, расставил на полках и собирался уже отнести коробки от них, как вдруг заметил улыбающегося ребенка, который прямо на моих глазах открыл один из них и сложил в обратную сторону. Простыми словами, он тупо оторвал крышку ноута. Я даже от неожиданности не успел среагировать и остановить его. Я был просто в шоке от увиденного. Подбегаю к ребенку, на вид ему лет 6 или 7 было, и спрашиваю его спокойным тоном, дабы не напугать: «Ты что творишь? Ты дома тоже так обращаешься с вещами?» Парень смущенно ответил «нет» и положил его обратно на полку. В тот момент из ниоткуда появляется мамаша и с громкостью сирены начинает орать, что у меня нет права, чтобы так разговаривать с ее ребенком. Я говорю: «Мама, твой сынок только что сломал новый ноутбук за $4000, и в нашем магазине действует такая политика, что вы ломаете, вы покупаете». На это она ответила: «Ну и что сломал? Они новые, значит застрахованы. Производитель его заменит вам, а мы покупать ничего не собираемся». Тогда я позвал администратора, и тот, в свою очередь, вызвал полицию. Она наотрез отказывалась заплатить за испорченную вещь. Хочу добавить, что у нас в Штатах с точки зрения закона все жестко. В итоге, спустя неделю и всей этой неразберихи, суд, естественно, признал ее виновной и обязал выплатить кругленький штраф, а именно $4000 за ноутбук, $300, доставка нового в магазин от производителя и срыв работы персонала и магазина $600. Итог: нудная упрямая мамаша выложила почти 5000, и, кстати, вину ребенка она так и не признала. Не так давно в школе со мной и моим папой случилась очень неприятная история с одной консервативной мамашкой. Папа сказал, что заберет меня из школы, чтобы потом поехать в поликлинику забрать мои анализы. У моего отца, скажем так, не совсем стандартная внешность. У него крашеные волосы, большие художественные тату на руках, серьга в ухе. Ему 34 года, и он парикмахер-стилист, так что такая внешность для его профессии вполне нормальна. Когда папа приехал, он зашел в школу, чтобы поговорить с моим учителем насчет предстоящих олимпиад и научной конференции. В коридоре было мало людей, но на скамейке сидела женщина с девочкой лет 5-6, и мы стоим у кабинета. Попытаюсь описать наш диалог. Девочка обращается к маме: «Мама, я хочу такие волосы, как у него». У моего папы светло-синие волосы. «Доченька моя, так только психи и наркоманы ходят. Ты же не хочешь быть психопаткой, как это?» Показывает подбородком на моего отца. «Извините, женщина, я понимаю, конечно, что вы консервативны, но вы только что оскорбили моего отца. Извинитесь перед ним». «Так он твой отец, а ты хорошо питаешься? Худой, смотри какой. Отец тебя, наверное, голодом морит. Наркоман конченый». «Извините, конечно, но не стоит ругаться при вашей дочери», — влез в разговор мой отец. «А плевать я хотела на твои извинения», — парировала я же мать. Мы уже хотели уйти, но эта женщина догнала нас и стала кричать на моего отца, что он не должен лезть в воспитание ее ребенка. Папа просто проигнорировал все попытки этой дамочки вывести его из себя, однако я не выдержал и закричал: «Женщина, угомонись! Ты вообще неадекватная, что ли? Иди откуда пришла!» На что женщина начала кричать на меня и затем пожаловалась органам опеки. На следующий день нас с отцом вызвали. Папу заставили пройти тест на нарковещества в крови и арестовали на 15 суток. Мой папа очень хороший человек. Моя мама ушла от нас, когда мне не было и года. Он работал в 2-3 смены, сам ходил зимой без варежек или шарфа, во многом отказывал себе ради меня. Я появился, когда ему было 17 лет, из-за этого родители отвернулись от него, и ему пришлось рано повзрослеть, чтобы я был одет, обут и сыт. Я люблю своего отца, он хватался за любую возможность, чтобы я был здоровым и сытым. Он мне никогда не отказывал ни в чем. Если я хотел телефон, то он покупал мне телефон, сам отказываясь от нового пуховика. Сейчас он работает парикмахером, получает довольно много. А эта типичная «я же мать» создала нам кучу проблем. Как же бесят такие мамаши. Мне 12 лет, я инвалид и ограничен тем фактом, что не могу ходить. 2 месяца назад произошла со мной такая история. Я, мама и отчим каждый вечер выходим на скамейку, а точнее, отчим берет меня на руки, выносит и сажает. А мама тем временем идет выбрасывать мусор и по пути заходит в магазин, чтобы купить что-нибудь вкусное. У нас есть собака, и в этот день она убежала, поэтому отчим бросился ее искать, чтобы привезти назад. Я сидел, никого не трогал, как вдруг с детской площадки, которая была рядом, и там скамейки были переполнены, прибегает мать с ребенком, не знаю, на мой взгляд, лет 5, и начинает дерзким тоном говорить: «Мальчик, уйди со скамейки, найди другое место, где побездельничать». «Извините, я не могу, сейчас папа придет и перенесет меня». «Ах ты
ты идиот разбалованный! Тебя на руках носят, и ты еще наглеешь, малолетка!» В общем, не успев объяснить, что я инвалид, она меня столкнула на землю. И так как я не могу ходить, потому что все тело очень слабое, я сидел беспомощный на земле и звал отчима, при этом слышал, как это «я же мамка» говорила с презрением «Эх ты, слабак!» И тут подошел отчим и увидел меня на земле, а я же мать на скамейке. Понял, что произошло. Он схватил ее за капюшон и отшвырнул. Затем поднял меня и посадил назад. Я же матерям не интересно, больны ли вы чем-то или что-то еще. У них по-своему голова работает, а может и не работает вовсе, что более вероятно. У меня после того случая все еще заживают раны, так как я ободрался обо что-то, когда падал. И мне не хочется больше ни на какие прогулки. Лучше дома посижу. Я понимаю, я же мамки повсюду, но не думала, что встречусь лично с одной из таких. Однажды гуляла с парнем в парке и решили присесть на скамейку рядом с детской площадкой. Скамеек там 2. И вижу, что на второй скамейке девушка меняет памперс своему ребенку. Рядом с ней, помимо мелкого, еще стояла девочка и за всем этим наблюдала. Девочке на вид лет 5. После того, как я же мать сделала свое дело, она просто оставила памперс на скамейке. Боже, меня чуть не бомбануло. Я решила ее догнать и намекнуть, что на площадке есть урны. Можно и выбросить, а не оставлять так. После вышесказанных слов эта маман прямым текстом послала меня довольно далеко, комментируя это все тем, что «я же мать, вот родишь и поймешь, так что не лезь, куда тебя не просят, у меня много дел и тому подобное». Я взяла и сама его выкинула по возвращению на площадку. Бесит то, что потом эти же самые «я же мамки» говорят, что мы, молодое поколение, засираем детские площадки, что их детяткам негде играть и сами вот так оставляют мусор. Лень, что ли, в урну выкинуть? Возвращался с вечерних курсов на автобусе домой. На очередной остановке вошла так называемая «я же мать» с ребенком, лет 5-6 примерно. Все места были заняты, а я сидел в наушниках и смотрел на нее. Она огляделась вокруг и пошла вперед. Подойдя ко мне, выдергивает один наушник и наглым тоном кричит: «Вставай! Че не видишь? Ребенок у меня устал!» Я, не сказав ни слова, встал и освободил место. Мамаша плюхается на сиденье, а ребенок стоит рядом и держит пакет с продуктами. Дороги у нас в районе далеки от идеала, и поэтому вскоре автобус наезжает на кочку. Ребенок, естественно, пошатнулся и, чтобы не упасть, бросил пакет и схватился за мать. Мамаша начала орать на пацана, что в пакете лежат яйца, и что если он разобьет их, сам тогда поедет в магазин. Поворачивается ко мне со словами: «А ты что смотришь?» «Это вы мне?» – спросил я. «А кому еще? Я на тебя вообще-то смотрю. Держи пакет с продуктами, а то ребенок уронит его сейчас». Я говорю: «Мне сейчас уже выходить. Вы бы лучше ребенка посадили и пакет ему в ноги поставили, вместо того, чтобы самой садиться. Ты меня жизни учить еще будешь, малолетка. А у меня татушка небольшая на кисти руки». Так она и про это добавила. Наколол себе татуировок, думаешь, крутой стал? И тут уже моя остановка, и мне пришлось выходить. А она смотрит в окно на меня, провожая ехидным взглядом, и что-то бормочет под нос. Но я не выдержал и показал ей средний палец. Ну правда, выбесила меня конкретно. Я же мать. Несколько месяцев назад в торговом центре, где я был покупателем, случился крупный скандал. Пока, как в России таких называют, я же мать, ходила по бутикам, обсуждая с кем-то по телефону свои покупки. Ее чадо, это 2 мальчика 7 и 6 лет, блуждали одни по просторам огромного магазина. Началось все с того, что эти 2 ребенка поднялись на 2-й этаж и оттуда сверху, набирая в рот газировку, плевали вниз на детей, которые находились там в так называемой игровой зоне. Когда охрана заметила и добралась до них, было уже поздно, потому что на тот момент, помимо плевков, они умудрились бросить сверху какую-то пластиковую игрушку, попав при этом по голове сотруднику магазина. Благо, что не в детей. Голову, конечно, не разбили, но удар этот человек получил нормальный, я бы так сказал. Затем прибежал менеджер, начал выяснять у детей, где их родители. И тут, откуда ни возьмись, появляется эта горе-мамаша. И сказав по телефону «подожди секунду», начала орать на всех и оскорблять всех подряд без разбора. Менеджер ей сказал, что ваш ребенок мог серьезно ранить или убить кого-то. Но она и слушать ничего не хотела. И на вопрос, почему оставила детей без присмотра, она просто ответила: «А вы здесь для чего? Охрана и все остальные». Одним словом, она перевернула все так, что виноваты остались все, кроме нее и детей. А что самое интересное, так это то, что спустя несколько минут после всей этой ругани один из детей схватил какой-то предмет с полки, которая была рядом, и снова бросил вниз, и попал в витрину с косметикой на 1-м этаже. После чего я же мать схватила детей и быстро удалилась из магазина. Все, кто это видел, были просто в шоке от реакции матери на хулиганство своих детей. Какая из этих историй зацепила тебя больше всего и почему? Поделись в комментариях своими мыслями по этому поводу. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть другие интересные видео на нашем канале. Жду ваши комментарии. Всем пока, ребят!